Если вы не понимаете, что здесь происходит, то это влог категории Б. Я планировал использовать эту рубрику как театр абсурда и периодически заливать, пока готовится полноценное видео. Но учитывая, что видео не было уже несколько месяцев, я полагаю, что-то пошло немного не по плану. На всякий случай уточню, что влог категории Б снимается вот на эту пожилую камеру, она пережила многое, поэтому качество, скажем так, не эталонное. Зато эта камера создает какой-то определенный уникальный вайб. Это немного нестандартный выпуск, потому что абсурда здесь будет чуть меньше, чем я планировал. Более того, вполне вероятно, в выпуске будет полезная информация, но я не уверен. Я покатался по Аргентине и посетил сразу несколько удивительных мест. Собственно, первый на очереди у нас ледник Перито Морено. Я тогда еще немного приболел, и голос у меня как у старого бомжа. Приятного просмотра. Обзор на местный толкан в аэропорту около ледника. Так, тут видим зеркало, тут сушилка для рук, она не работает. Вода жидкая. Прям так и чувствуется 18 тысяч лет ледника. Прям с него топили. По леднику ставлю лайк. Туалету тоже. Где я? Не смешно. Холодно, ветрено, но красиво. Я все-таки предполагаю, что это Баракас. Не зря сюда метро строят. Господи, тут камера, оказывается, грязная. Сейчас, секундочку, ребята. Сейчас я протру. Возможно, фокуса не будет, но чья это проблема, правильно? А вообще-то решил ледник немножко посмотреть, пропущу людей. Я ожидал, что чуть больше. Возможно, чуть больше, просто тут холодно. Такое ощущение, что в Аргентине давно не было снега, поэтому сегодня решил выпасть, в общем-то, за все годы разом. Получилось, конечно, достойно, довольно много. Даже есть некоторый вайб неразмороженной морозилки. Люди думают, что я дурачок. Правильно думают. Местный чувак рядом какой-то женщине рассказывал, большая часть внизу, в принципе, верю. Я нашел тут пиво, но за 10 тысяч песо. За такую сумасшедшую сумму я не готов его купить. Еще хорошо, что на входе билеты не проверяют, потому что я сюда на лодке приплыл. Случайно. Красиво. Местные легенды гласят, что чилийский великан вон с той горы забыл закрыть холодильник, его морозилка намерзла, и вот получилось это. Это мне рассказал местный индеец, с которым я жил. Последние 2 недели. Он и еще 6 собак и пара муравьев. Это все, что мы ели. Так вот я провожу свободное время. Ледник большой, крутой, голубой. Единственный момент, он голубой в зависимости от освещения. То есть, если на улице облачно, и вы приехали смотреть на этот божественно голубой ледник, то, скорее всего, он будет скорее серым, чем голубым. Но если погода благоволит, то ледник выглядит очень круто и захватывающе. В какой-то момент я конкретно проголодался и решил найти, что интересного можно съесть. Мой выбор пал на заведение, где подают ламу. Я пришел в это широко известное в узких кругах заведение, и мне сказали, что ламы нет, но вы можете съесть что-то другое. Я, разумеется, ответил, что что-то другое я могу съесть в другом месте, и ушел. Дошел я до какой-то бургерной-пивнухи, и там были бургеры из ламы. Разумеется, я заказал. Не, ну а что, не каждый день ешь ламу. Зашел в какое-то местечко, сказал, что я постоянный клиент. Мне принесли какой-то бургер. Надеюсь, что он сегодня не из крысы. Сейчас попробуем. Оценю котлеты по 5-бальной шкале, потому что у меня на одной руке ровно 5 пальцев. На вкус вкусно. Даже, знаете, какая-то такая дороговизна на зуб поскрипывает чуть-чуть. На мясо крысы это вообще не похоже. Надо будет уточнить у официанта, что точно начинки. Наверное, какой-то хорек или даже сырочек. Вкусно, рекомендую место. Вообще, справедливости ради, это не совсем лама, это ее двоюродный брат. Называется гуанако. Но это по сути та же самая лама, только их выращивают специально, чтобы есть. Бургер на вкус был реально крутой, он как будто взял лучшее и от говядины, и от баранины. Еще неподалеку от места, где я ел бургер, находится ресторан, в который я абсолютно случайно забрел. Как оказалось, обычно там огромная очередь, но я пришел рано утром, и людей еще не было. Там я заказал дикого барашка, и это было божественно. Затем в Буэнос-Айресе я оседлал железную птицу и полетел в Пуэрто-Игуасу смотреть на водопады Игуасу. Водопады эти считаются чем-то абсолютно невероятным, подобного нет нигде, это невероятно красиво и считается чем-то невероятным вполне заслуженно. К сожалению, когда я прилетел на водопады, я понял, что забыл очки в Буэнос-Айресе, а моя калечная камера разрядилась, поэтому пришлось записывать вот на этот телефон, поэтому картинка, разумеется, не такая вайбовая. Приехал в Игуасу, тут легкий тропический дождик, все говорят дождливо, не знаю о чем они, жить вполне можно. Да, чуть-чуть мокро, да, немножко шумно. Я всего один раз начал тонуть, а потом просто вынырнул. Стал под козырек, это чей-то дом. Владелец дома меня заметил, надеюсь, меня сейчас не выгонят. Меня поддерживает одно. Мне нужно донести 2 литра винища. Я надеюсь, что они выживут. Прошло еще несколько минут, погода остается дождливой. Большую часть пути я преодолел. Дождик как будто уменьшается, меня уже не сносит течением.
Даже как будто рыбы тут перестали плавать. Подходим к водопадам Игуасу, и тут уже сразу нас встречают редкие местные обитатели. Местные красноголовые бобры. Они строят латину, по которой мы идем в данный момент. Вся инфраструктура отстроена именно этими ребятами. Видите, они собирают из местных бревен себе плотики небольшие и передвигаются на них. Отличаются красным окрасом на голове. Это отличает их от любых других бобров. Скорее всего, этот окрас взят из-за того, что земля здесь везде красная. Это помогает им маскироваться в дикой природе, спасаться от хищников, гиен, ослов и тому подобного. Еще в 2009 году это все были пивные ларьки. Сейчас здесь все затопили 20 тысячами пятишек, и здесь теперь прекрасные водопады. Это глотка дьявола. К сожалению, на видео не передается реальный размер. Сейчас я замерю, как это выглядит. Смотрите. Считаем. Целковый, осьмушка, середнячок, меднячок. Короче, там где-то много метров. Он больше меня. Это уже достаточно. Я довольно крупный кабанчик. Как-то так. Но мы все еще на водопадах. Внимание, тут видно большое количество воды. Много туристов. Они не говорят по-русски. Собственно, вон там, обратите внимание, тоже местный обитатель. Это, в общем-то, местный следитель за порядком. Он смотрит, чтобы никто опять не выпил водопад. Потому что в 1972 году кто-то выпил 3 водопада. Пришлось заново затоплять. Изначально тут паслись лоси вообще вот тут везде. Сейчас тут водопад, как можно заметить. Нашли это место. Как нашли это место? Это есть мультик Эльдорадо или что-то такое. Не путать с магазином, пожалуйста. Первопроходцы сюда шли, искали золото и нашли глотку дьявола. По преданию, древние племена бобров скидывали сюда плохих бобрят, которые себя плохо вели. Было бы еще здорово, если бы тут продавали шаурму по дороге. В принципе, шаурму можно делать самому, пока не видят люди, которые тут следят за сохранностью природы. Короче, хорошее место, рекомендую. Еще один водопад. Вот он называется, не помню как. Вот тут название надо будет переделать. Что интересного? Во-первых, этот водопад еще ни разу не выпивали, не было такого прецедента. На лестнице, на стремянке следят, чтобы никто его не выпил. Я думаю, на всякий случай. А тут растет знаменитое в узких кругах растение маба. Не знаю, что с ним делают. Я думаю, ни одна камера не передаст красоту этих водопадов, и в идеале каждый при возможности должен посетить это место. После водопадов Игуасу я полетел на полуостров Вальдес. Находится он в провинции Чубут, недалеко от города Пуэрто-Мадрин. На полуострове Вальдес находится большой заповедник, который состоит из нескольких точек. В заповеднике обитают страусы, альпаки, дикие бараны. Приплывают пингвины, морские котики, киты и касатки. Также можно встретить огромное количество птиц и необычные растения. В общем, природа потрясающая. Надеюсь, звук записан хорошо, потому что тут довольно сильный ветер. Тут немного похолодало, поэтому я решил одеть капюшон. Я в провинции Чубут, на полуострове Вальдес. Тут вот такая красота. Почему-то воняет рыбой. Надеюсь, что это не от меня. Тут какое-то, видимо, водохранилище. Очень красиво, такая голубая красивая вода. Вообще вайб такой геленджикский чуть-чуть. Надо было узнать, что это за водохранилище. Или что это за река такая интересная, голубая. Когда узнаю, буду узнать. Также произошла немного обидная ситуация. Я подъехал к точке, куда приплывают киты. Там есть большое табло, на котором написано, когда последний раз видели китов. К сожалению, киты уплыли буквально за 3 минуты до того, как я подъехал. И как итог, китов я не увидел. Это водохранилище называется Атлантический океан, поэтому здесь довольно сильный ветер. Зато весьма красиво. Более того, оказалось, что господа пингвины для своих пингвинят, либо для себя, не уверен, копают вот такие вот ямки. Получается, откапывают все такие небольшие земляночки и толпой тусят в них. Тут должны быть морские котики, но, к сожалению, сегодня не густо. Они уходят домой к себе, в Нальчик. Смотришь туда куда-то вдаль, видишь просто бескрайнее голубое ничего. А за ним Африка или Новая Зеландия, или Австралия. Тут красиво. Там где-то далеко-далеко за горизонтом пигмеи бьют палкой ворону, чтобы сегодня поужинать. А вот там вот пингвины едят рыбку. А я сегодня кушал креветки. На самом деле, когда видишь вот эти бескрайние голубые просторы, то в голову невольно лезут философские вопросы. Где туалет? Умиротворяюще. Немного воняет рыбой. Хотел еще сказать, что камера не передает картинку, которая видится в реальной жизни. И не мудрено, камера там 480p снимает. Я вообще буду шокирован, если я из этих пары пикселей смогу разобрать хотя бы чайку или даже себя. Там что-то, кажется, шелохнулось. Бежим за контентом. Был замечен или морской котик, или что-то подобное. Собственно, как-то так выглядит морской котик, или морской лев, или тюлень, или что-то вроде такого. Где-то добавлю картинку с чуть более хорошей камеры, которая будет снимать хотя бы 540. Там бинокль стоит, попробую в него снять, а то зум на камере больше не работает. Уверен, что вы просто в шоке от прикольности котика, льва или чего-то подобного. Но я нашел кучу пингвинов говна.
попробую подснять, если очереди нет на съемку. Кстати, скорее всего, все знают произведение «Маленький принц», ну или хотя бы слышали о таком. Так вот, автор Антуан де Сент-Экзюпери написал это произведение на Вальдесе. Недалеко от берега есть маленький островок, вокруг которого летают птицы, и в огромном количестве стоят фламинго. Собственно, этот остров — это питон, который съел слона. На самом деле, это место невероятно красивое, но когда я там был очень сильный ветер, и меня сдувало с ног. Передо мной находится остров, который находится на иллюстрациях книги «Маленький принц» за авторством Антуана де Сент-Экзюпери. Вот это фамилия, конечно, не то что моя. Именно здесь он придумал это произведение. Пивая маты. Ветерок чуть сносит с ног. Я на него не сержусь пока что, но знаю ветер. Еще чуть-чуть, и я уже буду недоволен. Весь заповедник разделен на точки, между которыми необходимо перемещаться. Останавливаться вне точек нельзя. Подойдет рейнджер и попросит ехать дальше. Я обнаружил стайку пингвинов. Оказалось, у них тут довольно большая диаспора, и они тут бегают в огромных количествах. Тут немного ветрено, надеюсь, меня будет слышно. Я доволен пингвинами, они довольно прикольные, такие сидят на своих вайбах. Надеюсь встретить поблизости знаменитых каламских скворцов. И себя классифицировал местных пингвинов на несколько типов. Вот этот тип — это человые пингвины. Это вдвойне человые пингвины, они еще сильнее чилят и еще сильнее отдыхают. Идем дальше. Это подтип редких солевых пингвинов. Я его так классифицировал. Он залипает вверх куда-то, наверное, медитирует, не знаю. Очень нравится, пингвины классные. Возможно, пытаюсь украсть одного. К сожалению, украсть пингвина не получится. Я заметил, что тут есть камера. За пингвинами следят. Учитывая, что пингвины обнесены решеткой, я предполагаю, что они тут под стражей. Поэтому пингвина не утащить, к сожалению. Ну ладно, ничего. Куплю плюшевого, буду любоваться им. Я долго пытался снять броненосца, но, к сожалению, они оказались очень пугливыми. На одной из точек я решил воспользоваться будуаром, дабы припудрить носик. И на выходе я заметил потрясающего броненосца. К сожалению, он заметил меня тоже и убежал. Я не успел его заснять. Хожу, наблюдаю местные красоты. Не могу найти броненосца. Думаю, выпить с ним чайку или, может, даже пиво. Я точно видел его следы. Броненосцы классные ребята, я надеюсь. Получится найти общий язык, потому что с пингвинами буквально стоял, чилил. Они делали так же. Тоже там стояли, что-то чесались, чилили. Ой, показалось. А может, не показалось. Броненосец. Как по-испански броненосец. Не вижу этих статных молодых броненосцев. Опа! К сожалению, непосредственно броненосца я пока что не нашел, но я нашел того, с кем я точно смогу наладить контакт. Вполне вероятно, что именно он знает, где находится броненосец. Ой, извини. Можно? Какой он хороший! Господи! Он очень классный, мягенький такой. Прям хороший. Ставлю ему лайк. Надеюсь найти броненосца. Так, контакт с готовым наладил. Я все еще попробую поискать. Надеюсь, что найду все-таки, конечно. Вообще, поездку в этот заповедник лучше разделить на 2 или 3 дня. В целом, возможно объехать все за один день, но тогда, скорее всего, придется возвращаться поздно ночью. Лично я оказался в такой ситуации и чудом не попал в ДТП с участием скунса. Как оказалось, на Вальдесе живет крупная популяция патагонских скунсов, и один чудом не угодил под колеса. Но все в порядке, он только осуждающе посмотрел на машину и пошел дальше по своим делам. Я думаю, стоит упомянуть об одном очень важном нюансе. Чтобы попасть на Вальдес, необходимо прилететь на самолете в город Пуэрто-Мадрин. Это небольшой, но достаточно развитый город с одним большим но. Самолеты летают не каждый день. И на машине туда добраться весьма проблематично, потому что с одной стороны океан, а с другой пустыня. И так как самолеты летают не каждый день, я остался там еще на 1 день. В общем, финальная часть — это повышенный уровень абсурда и прогулка по городу. С броненосцами я общий язык, к сожалению, не нашел, а зато погладил кота. Сейчас я нахожусь в городе Пуэрто-Мадрин. Это очень знаменитый город, потому что именно здесь придумали желтый цвет для лего-человечков. Именно он ассоциируется у людей с знаменитым желтым окунем, который здесь обитает. Именно благодаря этому городу вот этот деревянный индейец нашел себе работу. То есть город довольно прикольный. Сейчас я на берегу местного водохранилища Атлантического. Тут довольно вайбово, я бы это назвал так. Приколдесненько даже, своего рода. Прохладно считается. Солнце знатненько так подпекает. Это при том, что я легко одет. Сегодня без кольчуги. Вот сейчас надеюсь подойти к берегу, пощупаю чаю, помочу руку. Надеюсь, что меня возьмут в свою стайку местные киты. Буду с ними плавать, развлекаться, веселиться, а вечером обратно на самолет и в Буэнос-Айрес. Еще этот город знаменит своими знаменитыми 3-килограммовыми самами. Я пока что не встретил ни одного. Говорят, они тут разъезжают на рикшах, то есть их везут на тележке, как в Таиланде. Я таких не увидел здесь. Возможно, даже про 3-килограммовых осьминогов, или кого я там сказал, это неправда, скорее всего. Вот, посмотрите. Вот, скорее всего, это следы обутых патагонских скунсов. Тут, как оказалось, большая колония патагонских скунсов. Даже на машине одного чуть не сбил. Предполагаю, что они едят вот эту штуку. Это водоросли. Также скунсы, чтобы не палить контору, так сказать, нередко мимикрируют под человека.
обувая, внимание, обувь. То есть, да, скунсы, как и козы в Буэнос-Айресе, здесь обычно ходят в обуви, то весьма интересно. Вот, тут много отпечатков ног. Скорее всего, это действительно шла большая колония патагонских скунсов. Я пока что не обнаружил здесь ни одного патагонского скунса, тем более в обуви. Я нашел нечто не менее важное, не менее удивительное. Смотрите, что это? Братан, он не дышит. Давайте искусственное дыхание ему делать. Кто-нибудь. Я не буду. Мы его потеряли. Наверное, его надо отправить обратно в море, и ему станет получше, скорее всего. Надеюсь, с ним все хорошо. Надеюсь, он никак пашет яхнет. У меня на камере мало заряда. Надеюсь, батарейка не сядет в самый ответственный момент. В общем-то, я пока что все еще не нашел знаменитых патагонских скунсов, но я стараюсь, ищу дальше. Какая-то инсталляция, наверное, современное искусство какое-то вот сзади. Надеюсь, видно. Я еще обратил внимание, что тут бегают местные патагонские голуби. Есть небольшой вайб Адлера в этом городке. Возможно, вот сейчас вайб Адлера усилился. В Адлере менее чисто и не так развито. Добавить в Адлер маты, сиесту и убрать пьяных тульских туристов и пивных бабок, которые продают пиво на пляже, то в принципе получится Пуэрто-Мадрид. Если я не обнаружу сейчас колонию местных патагонских скунсов, давайте будем считать, что у них просто небольшой перерыв, и они придут вечером. Но вечером я буду уже в Буэнос-Айресе. Интересно, что вот океан, а за ним Африка, не считай, и спит. Еще тут цветочки приколдесные. По статистике, каждый 7-й житель данного города любит есть пальмовые листья. Эту статистику очень хорошо отражает моя фантазия, потому что именно благодаря ей появилась эта отличная, идеально выверенная статистика. Вообще, наверное, я бы мог даже выбрать этот город для своей старости. Прям представляю Атлантический океан, где-нибудь там заповедники Сапрусия, пингвина будет, у меня домашний пингвин. Я уже старик, мне 25 лет. Ну или 24, не знаю, до сколько доживу. Буду сидеть тут на берегу, пить пиво, есть кальмаров и прятаться от налоговой. Отличная старость. А еще тут кактус. Если мне задонатят $1000, то я его съем. Я нашел здесь довольно-таки приколдесные домики, они довольно красивые. Скорее всего, там живет диаспора скунсов, не уверен. Стучаться в дверь не буду, потому что тут надо дорогу переходить, на всякий случай покажу. Скорее всего, вот именно в этом домике помощники главы патагонско-скунсовой диаспоры. А возможно, там вообще просто люди живут, не знаю, не уверен, я не вникал. Сейчас сиеста вообще в городе, поэтому, скорее всего, скунсов я не замечу, потому что они все порасходились по домам. Пока что вот буду свои заметки записывать на камеру. Тусовые попугаи, сиеста, и в углу там было на набережной, вот в той стороне, как она, скорее всего, собачка проходила. Вот это дерево выглядит как что-то теплое. Вот это дерево выглядит как что-то с юга России. Вот это местный баобаб, так называемая пальма, и рядом с ним какая-то пихта или что это, короче, хвойная. Как оно вообще все суммарно здесь уживается. Еще интересно, что в отличие от Буэнос-Айреса, я здесь практически не видел бездомных. И то, возможно, это не бездомный, возможно, тип просто случайно выкинул ключи от машины в мусорку. Обратил внимание, что тут нет бездомных. Как раз в этот момент у меня села моя основная камера. Поэтому придется записывать на камеру телефона. Надеюсь, вы не сильно заметили падение качества, потому что, все-таки телефон-то, очевидно, не так хорошо снимает, как камера. Все говорят, что город прям крайне безопасный. На самом деле это не совсем так. Тут орудуют банды местных патагонских пингвинов. Они воруют детей из колясок, потом требуют за них выкуп и отправляют их почтой обратно. Нравится мне городок. Что-то среднее между Геленджиком, Батуми и каким-нибудь, знаете, таким вот пригородом Америки, типа Лос-Анджелеса или подобного. Как я выяснил, город заселили улицы. То есть город, по сути, в какой-то момент был англоговорящим, по всей видимости. Я предполагаю. Я тут нашел памятник генерала Хосе де Сан-Мартина. По всей видимости, местные птицы все-таки были за Испанию, потому что мистер Сан-Мартин просто полностью весь обосран голубями, птицами, попугаями всякими. Вон даже полетел. Засранцы. Возможно, это проявление некоторого неуважения, так сказать. Как казалось, я снимал антиливик. Себя. За счет этого я очень сильно приближен. Я не буду переснимать, пусть все будет вот как есть. В общем, какое-то такое получилось видео, и если я увижу, что это кому-то интересно, то я готов снять полноценное видео о каждой точке, в которой я побывал. Спасибо за просмотр, лайк и подписку.